Пакистан закапывает тонны морских водорослей в раскаленную пустынную землю. И это не эксперимент сумасшедших ученых, а государственная программа, которая уже меняет климат целых регионов. Водоросли под песком способны удерживать влагу в почве в 8 раз эффективнее обычных удобрений, а первые поля после такой обработки дали урожай там, где последние 40 лет не росло вообще ничего. Но самое неожиданное, технология пришла не из Силиконовой долины и не из европейских лабораторий, а из древних рыбацких деревень на побережье Аравийского моря, где местные жители случайно заметили кое-что странное в земле рядом с выброшенными водорослями. Рыбак по имени Карим из деревни Пасни на берегу Аравийского моря заметил это в 2014-м. После шторма море выбросило на берег огромные кучи бурых водорослей. Такое случалось каждый год, и никто не обращал на это внимания. Карим, чтобы расчистить дорогу к своей лодке, просто закопал несколько охапок прямо в песок рядом с домом. Через 3 месяца на этом месте сам по себе вырос куст инжира. В регионе, где годовое количество осадков не превышает 100 мм, это было примерно так же вероятно, как снег в июле. Когда местный агроном Фарид Балыч осмотрел почву на том участке, он не поверил своим измерениям. Влажность грунта на глубине 30 сантиметров была в 6 раз выше, чем в 2 метрах от этого места. Водоросли разложились и превратились в нечто вроде губки, которая буквально высасывала ночную конденсационную влагу из воздуха и удерживала ее в почве неделями. Дело в химии. Морские водоросли, особенно бурые виды рода саргассум и ламинария, содержат вещество под названием альгиновая кислота. Это природный полисахарид, который в сухом состоянии весит почти ничего, а при контакте с минимальным количеством влаги разбухает и удерживает воду в объеме, в 200-300 раз превышающем собственный вес. Производители подгузников используют синтетические аналоги этого вещества уже несколько десятилетий, но в почве натуральная альгиновая кислота работает куда эффективнее, потому что одновременно кормит микробактерии и грибки, которые образуют вокруг корней растений защитную сеть. В пустынной почве Белуджистана, где и произошло открытие Карима, обычно нет практически ничего живого на глубине ниже 5 сантиметров. После закапывания водорослей уже через 6 недель количество почвенных микроорганизмов на обработанном участке выросло в 47 раз. Это зафиксировала лаборатория университета Карачи, куда Балыч отправил образцы грунта. Пакистанское министерство сельского хозяйства получило первый официальный доклад об эксперименте в 2016-м. Чиновники отнеслись скептически. Слишком простым казалось решение для проблемы, над которой бились агрономы десятилетиями. Белуджистан занимает 44% территории Пакистана, но производит лишь около 5% сельскохозяйственной продукции страны именно из-за катастрофической нехватки воды. Подземные водоносные слои в большинстве районов провинции либо отсутствуют, либо залегают на глубине более 300 метров. Бурить скважины для каждой деревни – это стоимость, которую государство не могло себе позволить в масштабах всего региона. Пилотный проект запустили в 2018-м на площади 50 гектаров близ города Турбат. Водоросли собирали вдоль побережья, сушили, измельчали и закапывали на глубину от 20 до 40 сантиметров полосами шириной около метра с промежутками в 2 метра. Стоимость обработки 1 гектара составила примерно $80, против $1200 за прокладку ирригационного канала к тому же гектару. Уже через 1 сезон на обработанных участках вырастили пшеницу, помидоры и кормовые травы. На необработанных участках рядом схоже ничего. Самое странное происходит ночью. В пустыне Белуджистан температура между полуднем и 3 часами ночи падает на 25-30 градусов. Этот перепад создает конденсацию. Микроскопические капли влаги оседают на любой поверхности, которая успела остыть быстрее воздуха. Обычный песок эту влагу не удерживает, она испаряется раньше, чем солнце поднимается на 10 градусов над горизонтом. Но слой разложившихся водорослей под поверхностью работает как ловушка. Он остывает медленнее песка, создает локальную зону конденсации прямо под корнями растений и удерживает собранную влагу до следующей ночи. Этот механизм детально описал биофизик Ахмад Реза из Карачийского технологического института в своей статье 2020 года. Он назвал его подземным туманосборником, по аналогии с сетчатыми конструкциями, которые в Чили и Марокко собирают питьевую воду прямо из тумана. Разница в том, что водорослевый слой работает автономно, не требует обслуживания и улучшается со временем. По мере разложения органики почва становится все более пористой и влагоемкой. Реза измерил количество влаги, которое собирает 1 квадратный метр такого слоя за ночь в сухой сезон. Цифра оказалась от 1,5 до 3 литров.
Для сравнения, взрослому томатному кусту достаточно 2 литров воды в день в условиях умеренного климата. В жарком климате потребность выше, но и конденсация в Белуджистане интенсивнее из-за резких перепадов температур. Грубый расчет показывал, правильно уложенный водорослевый слой способен обеспечить минимальное водоснабжение неприхотливых культур вообще без полива. Но альгиновая кислота — это только половина секрета. Вторая половина – йод, калий и более 50 микроэлементов, которые морские водоросли накапливают из морской воды за время своей жизни. Пустынные почвы Белуджистана бедны не только влагой, они практически лишены питательных веществ. Стандартные минеральные удобрения здесь работают плохо. Без воды растения не могут усваивать даже те питательные вещества, которые есть в почве. Водоросли решают обе проблемы одновременно. Они и удерживают влагу, и насыщают почву минералами, которые высвобождаются постепенно по мере разложения органики. В 2019-м агрономы провели сравнительный тест на 3 соседних участках одинаковой площади. Первые обработали только минеральными удобрениями и поливали раз в 3 дня. Второй закопали водоросли без какого-либо дополнительного полива. Третий оставили нетронутым как контрольный. Через 90 дней урожайность пшеницы на первом участке составила 280 килограммов с гектара. Это низкий, но приемлемый показатель для засушливых условий. На третьем участке пшеница взошла и засохла, дав около 30 килограммов с гектара. На втором участке, где водоросли закопали и больше не трогали, собрали 240 килограммов с гектара, без единого полива за весь сезон. Разница между первым и вторым участком составила всего 40 килограммов, но первый участок потребил за сезон около 800 кубометров воды на гектар, второй – 0. В регионе, где каждый кубометр воды для полива либо стоит денег, либо истощает и без того умирающие подземные горизонты, эта разница означала все. Белуджистан потерял 60% своих садов за последние 20 лет. Не из-за войны и не из-за болезней растений. Из-за воды. Подземные водоносные горизонты, которые питали регион тысячелетиями, опустились на критический уровень после того, как в 90-х по всей провинции пробурили тысячи скважин для орошения. Колодцы, которые в 70-х давали воду с глубины 20 метров, к 2010-му пересохли полностью. Новые скважины бурили на 100, 200, 300 метров, и это лишь ускоряло истощение. Деревня Нушки потеряла все свои финиковые пальмы за 8 лет. Район Хаш, который когда-то снабжал гранатами половину Пакистана, сократил производство в 4 раза. Засуха в Белуджистане – не климатическая аномалия, а новая норма. Среднегодовое количество осадков в провинции сократилось от 150 мм в 80-х до менее чем 100 мм к 2020-му. Одновременно средняя температура выросла на 1,8 градуса. Для сельского хозяйства это означает, что испарение влаги из почвы ускорилось, а период, когда земля вообще пригодна для выращивания чего-либо без полива, сократился до нескольких недель в году. Пакистанское правительство к 2021 году потратило более 3 миллиардов долларов на ирригационные проекты в Белуджистане за предыдущие 2 десятилетия. Большая часть из этих денег ушла на каналы, которые теряют до 70% воды через фильтрацию в грунт до того, как она доходит до полей. Дамбы построили 18 штук. 12 из них заилились или дали трещины в течение первых 10 лет эксплуатации. Проблема оказалась не в отсутствии инфраструктуры, а в фундаментальной неспособности удержать воду в почве даже тогда, когда она есть. Именно на этом фоне результаты водорослевого эксперимента в Турбате произвели в Министерстве сельского хозяйства эффект разорвавшейся бомбы. В 2021 правительство провинции Белуджистан выделило первый официальный бюджет на масштабирование программы, эквивалент 4 миллионов долларов на обработку 2000 гектаров в 4 районах. Параллельно вдоль побережья Макранского берега организовали 23 пункта сбора и сушки водорослей, которые обеспечили работой более 800 рыбацких семей. Логистика оказалась неожиданно сложной задачей. Свежие водоросли содержат до 90% воды и весят очень много. Везти их вглубь материка на расстояние 200-300 километров в сыром виде было экономически бессмысленно. Решение нашли простое. Водоросли сушат прямо на берегу на растянутых сетях в течение 3-5 дней, после чего их вес сокращается в 9 раз. Высушенную массу прессуют в брикеты и грузят на грузовики. В таком виде тонна сухих водорослей занимает объем чуть больше кубического метра и стоит в транспортировке примерно столько же, сколько мешок цемента того же веса. К 2023 году программа охватила уже 7 тысяч гектаров. Фермеры в обработанных районах впервые за 15 лет получили 2 урожая в год вместо одного. В районе Панджгур, известном своими финиками, заложили новые плантации на землях, которые считались непригодными для земледелия с 2005 года.
фермер Гул Мухаммад из деревни Базман продал свой трактор в 2018-м. Не потому что обанкротился, потому что пахать было нечего. Его семья обрабатывала эту землю 4 поколения подряд, выращивая пшеницу и абрикосы. В 2015-м пересох последний колодец на участке. Гул нанялся разнорабочим на стройку в Квете за 300 километров от дома и приезжал к семье раз в месяц. Его жена Захра осталась с 3 детьми в доме без воды и без дохода. В 2022-м в Базман пришла программа водорослевого орошения. Гул вернулся домой через 3 месяца после начала обработки участка. Просто чтобы посмотреть. Увидел зеленые ростки пшеницы на земле, которая 6 лет давала только пыль. Уволился со стройки в тот же день и больше не возвращался в Квету. История Гула не исключение. Она типичная для региона. По данным Пакистанского бюро статистики, с 2010 по 2020 из сельских районов Белуджистана в города уехало более 900 тысяч человек. Большинство тоже мужчины трудоспособного возраста. Деревни оставались на женщинах, стариках и детях. Школы закрывались из-за нехватки учеников. Больницы в малых населенных пунктах прекращали работу из-за отсутствия персонала, который тоже уезжал в города. Засуха в Белуджистане создала миграционный кризис раньше, чем его заметили на национальном уровне. Карачи, крупнейший город Пакистана, принял за то же десятилетие более полумиллиона выходцев из Белуджистана, большинство из которых осели в трущобах на окраинах города без какой-либо инфраструктуры. Городские власти не справлялись с нагрузкой на водопровод, канализацию и транспорт. Парадокс состоял в том, что люди бежали от нехватки воды в город, где воды тоже катастрофически не хватало. Водорослевая программа начала разворачивать этот процесс в обратную сторону. Медленно, но измеримо. Социологи университета Белуджистана зафиксировали в 2023-м первый за 15 лет положительный миграционный баланс в 3 районах, охваченных программой. Больше людей вернулось, чем уехало. Цифры небольшие, около 3000 человек суммарно, но сам факт разворота тенденции был беспрецедентным. Захра, жена Гула, начала выращивать на обработанном участке не только пшеницу, но и лекарственные травы – мяту, тмин и сфарзе. Эти культуры в Белуджистане традиционно считались слишком капризными для засушливых условий. На водорослевой почве они росли без проблем. Захра продает сушеные травы на рынке в ближайшем городе и зарабатывает больше, чем Гул получал на стройке в Квете. Это не единственный неожиданный экономический эффект программы. Фермеры в обработанных районах начали выращивать культуры, которые раньше в Белуджистане вообще не производились. Там клубнику, кабачки, листовой салат. Местные рынки получили продукты, которые прежде везли из Пенджаба за 1000 километров. Стоимость овощей в районах действия программы упала на 30-40%, что напрямую улучшило питание местного населения, треть которого, по данным ВОЗ, страдала от недоедания. Пакистанские агрономы, когда начали копать историю вопроса, обнаружили кое-что неожиданное. Технология, которую они считали своим открытием, уже существовала, причем существовала 1000 лет назад и на другом конце света. На западном побережье Ирландии фермеры острова Аран выращивали картофель и рожь на голом известняке с 17 века. Почвы там не было вообще, только трещиноватая скала, продуваемая атлантическими ветрами. Ирландцы создали ее вручную, таскали морские водоросли с берега и смешивали их с песком и золой прямо на поверхности камня слоями по 20-30 сантиметров. Этот искусственный грунт назывался клочен и держался на скалах в некоторых местах острова Аран до сих пор, спустя 300 с лишним лет после создания. Урожайность на этих участках по сей день выше, чем на обычных ирландских полях с естественной почвой. В Японии рыбацкие общины префектуры Ивате практиковали закапывание водорослей под рисовые поля с периода Эдо, то есть примерно с середины 17 века. Японские агрономы называли этот метод умиго-э, что буквально переводится как «морское удобрение». Записи о его применении сохранились в архивах храма Рёанзи, датированные 1683 годом. Японцы заметили то же самое, что 4 века спустя обнаружил Карим из Пасни. Земля рядом с гниющими водорослями становится темнее, влажнее и дает лучший урожай. В Норвегии водоросли под названием танг традиционно запахивали в прибрежные поля вдоль Согнефьорда, начиная как минимум с 13 века. Это зафиксировано в сагах и в средневековых земельных документах. Норвежские фермеры эмпирически установили, что поле, удобренное водорослями, не нуждается в повторной обработке 3-4 года подряд, тогда как навоз требовалось вносить ежегодно. На севере Марокко берберские племена собирали выброшенные штормом водоросли и закапывали их в землю вокруг оливковых деревьев. Этот обычай зафиксировали французские колониальные агрономы в начале 20 века и описали его как примитивную практику, не имеющую научного обоснования. Научное обоснование нашлось просто на 100 лет позже. Что объединяет все эти практики? Они возникли независимо друг от друга в разных культурах и на разных континентах. Люди, жившие у моря и занимавшиеся земледелием, рано или поздно начинали использовать водоросли для улучшения почвы. Это не случайное совпадение. Это эмпирически проверенный факт, который человечество открывало заново, снова и снова, потому что
что результат был слишком очевидным, чтобы его игнорировать. Пакистанские ученые в 2021 году провели сравнительный анализ всех задокументированных исторических практик применения водорослей в земледелии. Они нашли свидетельства из 23 стран на 6 континентах. Самое раннее датированное упоминание обнаружилось в китайских агрономических текстах эпохи Хань, около 200 лет до нашей эры. Там описывался метод улучшения рисовых полей в прибрежных районах провинции Фуцзянь с помощью закопанных водорослей. 2200 лет назад китайские крестьяне делали то же самое, что сейчас делают в Белуджистане, и по той же причине, потому что это работало. Через год после закапывания водорослей в почве Белуджистана начинают происходить вещи, которые невозможно объяснить только действием альгиновой кислоты. Грунт меняет цвет, из серо-желтого становится темно-коричневым на глубине закладки. Это визуальный признак того, что в почве накапливается гумус, органическое вещество, которое является основой плодородия любой земли на планете. В пустынных почвах Белуджистана гумуса практически не было. Его содержание составляло менее 0,1%, тогда как в плодородных черноземах Украины или Казахстана этот показатель достигает 80%. Водоросли запускают цепную реакцию. Органика привлекает бактерии. Бактерии привлекают простейших. Простейших поедают нематоды. Нематоды создают условия для дождевых червей. Через 18 месяцев после закладки водорослей в обработанных участках в Турбате зафиксировали присутствие дождевых червей. Существ, которых в этой почве не было никогда в обозримой истории. Один дождевой червь за год пропускает через себя от 150 до 200 граммов почвы, механически разрыхляя ее и насыщая своими выделениями, которые в 30 раз богаче питательными веществами, чем исходный грунт. Почвенный биолог Самина Хан из Исламабадского университета провела на опытных участках в Белуджистане 3 года подряд, замеряя изменения в составе микробного сообщества почвы каждые 3 месяца. Ее данные показали, что видовое разнообразие почвенных микроорганизмов на обработанных участках за 3 года выросло с 9 зафиксированных видов до 107. Это не просто статистика, это разница между мертвой минеральной субстанцией и живой почвой, способной к самовосстановлению. Один из самых неожиданных результатов исследования Самины Хан касался микоризных грибков. Это особые грибки, которые образуют симбиоз с корнями растений. Они буквально прорастают в корневые клетки и увеличивают эффективную площадь всасывания корней в десятки раз. В обменной сделке грибки получают от растения сахара, а растение получает от грибков воду и минералы, добытые из почвы на значительно большей площади, чем корни могут охватить самостоятельно. В мертвой пустынной почве микоризных грибков нет. Растения там работают вслепую, без этой подземной сети поддержки. На водорослевых участках микориза появилась уже через 8 месяцев. Это объясняет один наблюдаемый парадокс. Растения на обработанных водорослями участках переживают засушливые периоды значительно лучше, чем те же культуры на искусственном орошении. Поливные растения привыкают получать воду сверху и развивают поверхностную корневую систему. Растения на водорослевых участках с первого дня развивают глубокие разветвленные корни в поисках влаги и строят симбиотические отношения с микоризой. Когда наступает засуха, поливные растения погибают быстро. Их корни не умеют искать воду. Растения с микоризной сетью продолжают функционировать при влажности почвы, при которой обычная культура уже давно завела бы. В 2022 в районе Хаш зафиксировали период без осадков продолжительностью 112 дней подряд. Это рекорд для региона за последние 40 лет. На орошаемых полях без водорослевой обработки потери урожая составили от 60 до 80%. Насосы не справлялись с нагрузкой, часть скважин пересохла. На водорослевых участках того же района потери не превысили 25%. Часть культур не просто выжила, она дала нормальный урожай. В районе Панджгур в 2023-м собрали финики с деревьев, посаженных на землях, которые местный земельный кадастр официально классифицировал как непригодные для сельскохозяйственного использования. Эта классификация была присвоена участкам в 2008-м, после того, как последние владельцы бросили их из-за полного отсутствия воды. 15 лет земля стояла пустой. После 2 сезонов водорослевой обработки на ней заложили финиковую плантацию, и через 3 года молодые пальмы дали первый урожай. Финики – это показательная культура именно потому, что финиковая пальма считается одним из самых засухоустойчивых плодовых деревьев в мире. Но даже она требует минимального гарантированного водоснабжения в первые 3 года жизни, период, когда корневая система еще не ушла достаточно глубоко. На водорослевых участках молодые пальмы прошли этот критический период без единого полива. Корни нашли влагу в водорослевом слое и с помощью микоризной сети добрались до конденсационной влаги на глубине, недоступной для ручного полива. Урожайность зерна с
Новый на обработанных участках к 2023 году достигла показателей, которые агрономы изначально считали недостижимыми для Белуджистана без масштабного орошения. Пшеница давала от 350 до 420 килограммов с гектара. Это уже не выживание, а коммерческое производство. Для сравнения, средняя урожайность пшеницы в Пакистане в целом составляет около 2800 килограммов с гектара, но там используется полив, удобрения и сорта, выведенные для влажного климата. Белуджистанские показатели на водорослевых полях без полива составили 15% от национального среднего. И это на земле, которая еще 5 лет назад давала 0. Ячмень показал результаты еще лучше пшеницы. Он исторически более приспособлен к засушливым условиям. На лучших участках программы ячмень дал 580 килограммов с гектара без полива. Это сопоставимо с урожайностью в некоторых районах Иордании и Сирии, где земледелие в полузасушливых условиях ведется тысячелетиями с использованием традиционных техник водосбережения. Отдельным открытием стало поведение нута, бобовой культуры, которая традиционно составляла основу белкового питания в регионе до начала водного кризиса. Нут обладает способностью фиксировать атмосферный азот через клубеньковые бактерии на корнях. То есть фактически сам производит часть удобрений для почвы. В мертвой пустынной земле эти бактерии отсутствовали, и нут не мог реализовать эту способность. На водорослевых участках, где микробное сообщество почвы восстановилось, клубеньковые бактерии появились естественным путем уже во втором сезоне. Нут на таких участках не только давал урожай, но и обогащал почву азотом для следующих культур, создавая самоподдерживающийся цикл плодородия. Фермеры быстро освоили принцип чередования культур. Сезон нута улучшал почву для следующего сезона пшеницы. Пшеница оставляла солому, которую запахивали обратно в землю, добавляя органику к уже работающему водорослевому слою. Через 3-4 года такого чередования почва на обработанных участках начинала функционировать практически автономно. Водорослевый слой к тому времени полностью разлагался, но запущенные им биологические процессы продолжались уже самостоятельно, без новых вложений. Одна закладка водорослей стоимостью $80 на гектар запускала процесс, который продолжался минимум 5-6 лет без какого-либо дополнительного вмешательства. В 2023 году доклад о пакистанской водорослевой программе лег на стол продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Реакция была немедленной. И масштаб проблемы, которую этот доклад обозначил, оказался значительно больше, чем один засушливый регион одной страны. По данным ООН, к 2050 году более 5 миллиардов человек будут жить в условиях острой нехватки воды. Уже сейчас деградация почв затрагивает треть всей пригодной для земледелия суши планеты. Каждую минуту в мире безвозвратно теряется 23 гектара плодородной земли. Она превращается в пустыню из-за эрозии, засоления или истощения. Это площадь 32 футбольных полей каждые 60 секунд, непрерывно, круглосуточно. Традиционные решения строительство ирригационных систем, бурение скважин, опреснение морской воды требуют колоссальных инвестиций и доступны только богатым государствам. Опреснительная установка, способная обеспечить водой небольшой город, стоит от 100 до 300 миллионов долларов и потребляет электроэнергию в объемах, сопоставимых с промышленным предприятием. Для Белуджистана, Сахеля, Центральной Азии, засушливых районов Индии и Африки южнее Сахары это недостижимые цифры. Пакистанская программа стоила $80 за гектар. Это меняло всю математику проблемы. Первыми среди иностранных государств интерес проявили Иран и Афганистан. Страны с аналогичными климатическими условиями и схожим кризисом подземных вод. В 2023-м иранская делегация посетила опытные участки в Белуджистане и подписала соглашение о технической помощи. Афганские агрономы прошли обучение в Карачи и вернулись домой с первой партией сушеных водорослей для пилотного проекта в провинции Нимроз. Затем последовали запросы из Египта, Судана, Эфиопии и Кении. Все эти страны объединяет одно – огромные береговые линии или близость к морю и катастрофически деградирующие внутренние территории. Египет имеет выход к 2 морям и теряет плодородные земли в дельте Нила из-за засоления. Кения граничит с Индийским океаном и одновременно страдает от опустынивания на севере страны. Индия отреагировала иначе – не запросом о помощи, а собственной программой. Индийский совет сельскохозяйственных исследований в 2024-м запустил пилотный проект в штате Раджастхан, используя водоросли с побережья Гуджарата. Площадь первого этапа – 10 тысяч гектаров. Бюджет сопоставимый с пакистанским. Индийские ученые добавили одно новшество. Они смешали морские водоросли с биочаром, древесным углем особой обработки, что теоретически должно еще на несколько лет продлить эффект закладки. Но самый неожиданный поворот произошел не в Азии и не в Африке. В 2024 году Австралия объявила о запуске водорослевой программы в штате Западная Австралия на территории площадью более 1 миллиона квадратных километров, где деградация почв достигла критического уровня.
Австралия гораздо богатая страна с развитой наукой и инфраструктурой. Выбрала метод стоимостью $80 за гектар вместо дорогостоящих технологических решений. Это был недвусмысленный сигнал. Дело не в бедности и не в отсталости. Дело в том, что водорослевый метод просто работает лучше. Мировой рынок морских водорослей, который в 2020-м оценивался примерно в $16 миллиардов и был ориентирован преимущественно на пищевую промышленность и косметику, начал резко переориентироваться. Агрономический сегмент вырос за 3 года в 4 раза. В Норвегии, Чили, Индонезии и Китае начали строить промышленные фермы по выращиванию водорослей специально для нужд сельского хозяйства. Не сбор дикорастущих, а целенаправленное производство. Норвежская компания из Бергена подписала контракт на поставку сушеных водорослей в Пакистан, Иран и Египет суммарным объемом 800 тысяч тонн в год. Карим из Пасни, который в 2014-м закопал водоросли у своей лодки просто чтобы расчистить дорогу, об этих контрактах не знал. Он по-прежнему выходил в море на рыбалку каждое утро. Но теперь его соседи собирали водоросли вдоль берега и сушили их на сетях. Не потому, что им кто-то приказал, а потому, что это приносило деньги. Берег у деревни Пасни изменился. Там, где раньше гнили выброшенные штормом водоросли, теперь стояли аккуратные ряды сушильных стеллажей. К 2025 году общая площадь земель, обработанных по водорослевой технологии, в одном только Пакистане превысила 30 тысяч гектаров. Это примерно площадь Мальты до небольшого островного государства, в Средиземном море. 3 года назад эта земля давала пыль. Сейчас она кормит людей. Вопрос, с которого началась эта история, звучал просто: зачем Пакистан закапывает тонны морских водорослей в пустынный песок? Ответ оказался столь же простым, потому что это превращает мертвую землю в живую быстрее, дешевле и эффективнее любого другого известного метода. Но за этим простым ответом стоит цифра, которая не отпускает. Мировой океан производит от 2 до 3 миллиардов тонн водорослей ежегодно. Это биомасса, которая нарастает, отмирает и разлагается в воде в бесконечном цикле, не принося никакой пользы иссыхающей суше. Деградированных сельскохозяйственных земель на планете насчитывается около 2 миллиардов гектаров. Если обрабатывать каждый гектар 5 тоннами сухих водорослей, стандартная норма закладки по пакистанскому протоколу потребуется 10 миллиардов тонн. Это примерно 3-5-летний объем мирового производства водорослей океаном. Технический ресурс существует. Вопрос только в том, как его собрать и доставить. Ученые из Массачусетского технологического института в 2024 опубликовали расчет, который показал, если засеять водорослями специальные морские фермы площадью около 9% поверхности Мирового океана и направить весь урожай на восстановление деградированных земель, через 50 лет можно вернуть в сельскохозяйственный оборот достаточно территорий, чтобы прокормить дополнительные 4 миллиарда человек. Это не фантастика, это арифметика с известными переменными. Пакистан в этом расчете занимает особое место. Страна с населением 240 миллионов человек, хронически зависящая от импорта продовольствия, нашла способ производить еду там, где ее производство считалось невозможным. Белуджистан – самая бедная и засушливая провинция страны. Стал неожиданным центром агрономической революции, которая теперь расходится волнами по всему миру. Если вы задумались, как же пакистанцы успели превратить сушу в зеленые оазисы, то вам точно стоит заглянуть на наш сайт whiteori.com. Там вы найдете еще больше таких увлекательных историй и статей. Не забудьте, ссылка в описании. Гул Мухаммад из Базмана в 2024 купил новый трактор. Не такой же, как тот, что продал 6 лет назад, лучше. 6 лет назад лучше. Его участок теперь 8 гектаров вместо прежних 3. Он взял в аренду соседние заброшенные земли, обработал их водорослями и засеял. Его сын, которому в 2018 было 9 лет и который рос в доме без воды и без отца, в 2025 поступил на агрономический факультет университета Белуджистана. Захра продает лекарственные травы уже не только на местном рынке. Она поставляет сушеную мяту и тмин оптовому покупателю в Карачи. Ее годовой доход в 4 раза превышает то, что Гул зарабатывал на стройке. Карим из Пасни в 2025 году получил официальную грамоту от правительства провинции Белуджистан, как человек, чье случайное открытие запустило все это. Он принял ее вежливо, сфотографировался с чиновниками и на следующее утро снова вышел в море на рыбалку. Море по-прежнему выбрасывало водоросли на берег после каждого шторма. Только теперь их никто не оставлял гнить.